信？不对， Очень зрелищная битва со злыми духовными мастерами. Ван Цюэр, как обычно, впечатляет своей силой. Ей нужно дать прозвище «Королева Мускул», как Цзиян в расколотой битве Синева Небес. Она поглотила шестое духовное кольцо. Но вопрос, как она, духовный зверь, может поглощать кольца других зверей? И мы подробнее рассмотрим, что это за уникальное копье у Ван Цюэр. Победив красных бабуинов, Хуэйхао хотел поглотить кольцо их короля, возрастом 50 тысяч лет. Однако Ван Цюэр настояла на том, что оно ему не подойдет, и решила забрать себе. В отличие от оригинала, в серии Ван Цюэр поступила намного мягче и добрее, ведь она предложила помочь Хуэйхао найти лучшее кольцо для его духовных глаз. В принципе, это правильное решение. Ведь пятое кольцо, что Хуэйхао найдет далее, даст настолько невероятный навык, что превосходит большинство его других умений. Кстати, об этом есть видео на канале. Каким будет пятое кольцо Хуэйхао на духовных глазах. В целом, в этой битве доминировала Ван Цюэр. Она – это чистейшая сила и мощь. Кроме того, у нее в руках появилось легендарное золотое копье, которое удивило Хуэйхао. Что это за оружие? Копье золотого дракона. Божественное оружие, созданное с использованием ребра короля золотого дракона. Легенда гласит, что у золотого дракона было 49 ребер, а у его потомков лишь 48. 49-е ребро первого золотого дракона считается ключом к эволюции в драконьего бога. Поэтому можно сказать, это копье, преобразованное из 49-го ребра золотого короля дракона. Его может использовать только тот, у кого есть боевая душа золотого дракона. Или родословная. На самом деле в золотом драконьем копье есть печать, которую нельзя снять, пока кто-то не унаследует силу золотого короля дракона. Более того, сила печати чрезвычайно мощна и исходит от бывшего драконьего бога. Даже если несколько богов примут меры, они не уверены, что смогут снять печать. Это копье не содержит металла вообще. Кажется, оно сделано из дерева и выглядит как двухглавое золотое копье. На нем выгравирован дракон, незаметный на фоне копья. Хотя это оружие является могущественным артефактом, условия его использования очень строгие. Только те, кто обладает духом золотого дракона, могут использовать его жизненную силу, как только они прикоснутся к нему. Копье золотого дракона обладает особым эффектом поглощения жизненной энергии, и каждый убитый им живой организм мгновенно превращается в питательные вещества для копья. При этом копье будет поглощать жизненную энергию любого другого, кто притронется к нему. Таким образом, единственный человек, который сейчас может использовать копье золотого дракона, это Ван Цюэр, потому что у остальных нет духа и родословной золотого дракона. Да, Ван Цюэр крайне интересный персонаж с загадочной силой. Как духовный зверь, она даже может поглощать кольца. Это объясняется тем, что она императорский благородный зверь и содержит в себе частичку божественной души. А когда появились злые мастера, сражение стало еще более зрелищным. Хуэйхао применил пушку 7 класса, но не смог победить мастеров 80-х рангов. Кроме того, из-за своих темных духов, они были практически как титулованные. Они пришли за медвежатами. Эти лапочки-мишки так испугались, когда увидели этих злых мастеров. Но вот когда Ван Цюэр на плече медведицы явилась на помощь, это прям вау. Настоящее супергеройское приземление. Конечно, Ван Цюэр может управлять или командовать другими зверями, ведь она сама императорский благородный зверь. Она нашла общий язык с медведицей жуткого когтя и договорилась вместе атаковать злых мастеров. Чем же закончится эта битва? А тем, что в итоге злые мастера возьмут верх и даже окружат медведицу. Лишь с помощью Хуэйхао удалось сбежать. Он использовал навык Холод Императрицы вместе со сферой Вечного Льда. Кроме того, Ван Цюэр, не имея выбора, пронзила медведицу своим копьем. Она уже умирала, и Ван Цюэр не хотела, чтобы она оказалась в руках этих трех злых мастеров и стала истязаемой ими душой. Но те мастера догнали Хуэйхао и Ван Цюэр, и чтобы спастись, у них возникло необычное слияние. Совсем не такое, как с Ван Дунер. Будет интересно это увидеть. В трейлере Ван Цюэр использовала способность очищения, что ранее была доступна только Хуэйхао с его некромантией. Она освободила душу невинного зверя и не позволила злым мастерам контролировать его. Держа в руках копье золотого дракона, она образовала золотые руны и огромный энергетический щит, тем самым очистив души зверей. Это заставило трех братьев злых мастеров испугаться. Золотое копье дракона Ван Цюэр на самом деле не обладает способностью очищать души. Это особенность Хуэйхао. С помощью копья золотого дракона, возможно, Хуэйхао увеличил силу великого очищения, так как он сражался бок о бок с Ван Цюэр. Пока Хуэйхао и остальные все еще сражались в Звездном лесу, безумный мечник Цзэ Цзюэйчэнь уже появился в Академии Шрека и прибыл в клан Тан.
Похоже, он действительно бросил Королевскую Академию Солнца и Луны и пришел искать Хуи-Хао. Однако, поскольку его не было, он увидел Бэйбэя и сразился с ним. В оригинале Ван Сюэр провела большую битву с Безумным Мечником. В его руках меч правосудия, духовный наставник 8 уровня. Это тот же самый меч, что пробудил Темного Феникса в Масиатау и ввел ее во тьму. Хуи-Хао хранил его и передал меч правосудия мечнику только после того, как он был побежден Ван Сюэр. Предполагается, что Хуи-Хао ожидал прибытия Цзюйчэня, поэтому он позволил Бэйбэю передать ему меч. Цзюйчэнь раньше времени вступил в клан Тан, и в целом в серии будет множество изменений. Большое спасибо за просмотр. Напишите в комментариях, как по-вашему, насколько сильно Золотое Копье Дракона, божественное оружие, в руках Ван Сюэр. Подписывайтесь на канал и всем пока.